Варватас был величайшим повелителем демонов среди людей, который перевоплотился в типичного ничтожества в лесу. Его силы перешли вместе с ним, и он быстро стал сильнейшим магом во всем этом мире. Но единственное, что не изменилось, это его способность заводить друзей. После того, как он потерял свою горячую лучшую подругу еще до развития сюжета, он решил прыгнуть с обрыва и прижаться к земле, прежде чем навсегда остаться девственником. В сельской местности далекого будущего Барбадос перевоплотился в ребенка по имени Арт Метеор. Вместе со своей новой семьей они отпраздновали его десятилетие. С момента своего рождения Арт проводил каждое мгновение, изучая магию этого мира и тренируясь, чтобы стать лучшим мастером боевых искусств в мире. После 10 лет тренировок он понял, что до сих пор не завел ни одного друга, поэтому, когда он услышал, как дети играют за его окном, Арт использует все 3 клетки своего мозга и кричит на детей, чтобы они стали его друзьями. Но дети считали его уродливым неудачником, поэтому они решили сбежать от него, что подорвало уверенность Арда в себе. Но он решил попробовать еще раз. Прежде чем подойти к 3 девушкам в городе, беспокойство Арда заставляет его упасть в обморок посреди переулка, и когда Арт падает в обморок, девочки увидели его жуткую задницу и решили убежать от него подальше. Однако Арт кричит на девушек, чтобы они повернулись к нему лицом, и говорит им, что он культурный человек и хочет развивать сюжет вместе со всеми ними. Но девушки называют его отвратительным уродливым мерзавцем и убегают. У меня эмоциональный ущерб. Он вымещает свое разочарование на всем лесу и уничтожает его с помощью своих огромных магических способностей. Сидя и размышляя, что же делать, он спрашивает у Алхайда, как бы ему подружиться с другими людьми. Так вот, мэр сказал ему, что ему просто нужно быть добрым ко всем, кого он встречает, и продолжает рассказывать ему кое-что о своей дочери. Но Арт решает пойти и проявить уважение ко всем женщинам, которых он встречает. Это злой мир, в котором мы живем. Продолжая пытаться успокоиться, он слышит, как посреди леса кричит девочка, и видит гигантского волка, сражающегося с седовласой девушкой. Это редкое существо обычно ведет себя миролюбиво, так что Арт задается вопросом, не вымещает ли она свой гнев на волке. Мэр с удовольствием выпивает чашку чая с родителями Арт и рассказывает, что в последнее время над его дочерью издеваются. В то же самое время девочка использует свои магические способности, чтобы обрушить мощный молниеносный удар на волка, мгновенно превращая его в пыль. Она оборачивается и удивляется, почему за ней шпионит какой-то жуткий ребенок. Арт подходит к Ирене, используя свою последнюю клеточку мозга, и делает ей комплимент за ее массивные пушки, но когда он видит, что ей это не понравилось, он решил назвать ее более плоской, чем доска для серфинга. Его попытки постоянно приводят к обратным результатам, поэтому Арт решает пустить в ход свое самое мощное оружие и спрашивает ее, не хочет ли она стать его другом. Но вместо того, чтобы убежать, она произносит слово «друзья». Это уже первый раз, когда Арт когда-либо получал ответ, поэтому он продолжает пытаться заманить ее в свои друзья. Однако она говорит ему, что они никогда не смогут понять друг друга, и убегает от него. Ирина в слезах возвращается к своему отцу, и Арт приходит сказать ему, что его совет был таким же бесполезным, как и его лицо. Но он видит Ирину и думает, что это судьба. В течение следующих нескольких недель Арт остается непреклонным и настойчивым человеком и продолжает пытаться стать ее другом. Но она просто продолжала убегать от него. Единственное, о чем он все время задавался вопросом, так это об этом. Почему вы убегаете? Почему вы убегаете? На ее день рождения Арт подарил ей букет роз, но Ирина спросила его, откуда он узнал о ее дне рождения. Арт ответил, что знает о ней все, даже сколько у нее родинок во всех интимных местах. Что именно? Какого хрена? Она сожгла его цветы и назвала его мерзавцем. Однако Арт не собирается сдаваться. В середине одной из ночей Ирина убила медведя электрическим током с помощью своих магических способностей, но заметила, что Арт наблюдает за ней. Арт говорит, что он здесь, чтобы сопроводить ее домой, но Ирина начинает убегать от него. Он продолжал следовать за ней повсюду, куда бы она ни пошла, и сказал ей, что она похожа на Луну. Более того, она даже красивее любой луны в этом мире. На самом деле, он продолжал объяснять это более простыми словами. Ты мне нравишься, я хочу тебя. Теперь мы можем сделать это как простым способом, так и трудным. Выбор за вами. Она убежала, и Арт думает, что он никогда не сдастся. Арт возвращается домой, и, черт возьми, этот чувак просто псих. Он пробовал использовать стихи и петь, но ничего из этого не вышло. Это не сработало даже в его прошлой жизни. Мне интересно, почему это произошло. Лежа на земле, Барт слышит крики людей и видит, что в деревню вторглись гоблины. Гоблины преследуют девушек, которые отвергли его, и он думает, что так им и надо за то, что они отвергли его. Его отец начинает сражаться с гоблинами, а мэр приходит и сообщает, что Ирина пропала без вести с сегодняшнего утра. Арт сразу же понимает, что это может быть его вина в том, что Ирина сбежала после всех его попыток,
поэтому Арт обещает найти ее и вернуться. Он взлетает в воздух, что шокирует обоих мужчин. Посреди леса Ирина окружена гоблинами со всех сторон. Они издеваются над ней за то, что она думала, что победила бы их, и Ирина понимает, что у нее нет никакой надежды. Гоблин спрашивает ее, не собирается ли она звать своих друзей, но у нее их нет. Она помнит, как все в этом мире продолжали называть ее страшной и издеваться над ней, поэтому Ирена решила сдаться и бросила свое оружие на землю. Гоблины готовы покончить с Иреной и прыгнуть к ней. Ирена уже в первый раз выкрикивает имя Арда. Она спрашивает его, почему он так поступил, и он говорит, что хотел спасти ее от этих слабых гоблинов. Ирена предупреждает его и говорит, чтобы он бежал, но Арт не убежит. Он активирует свои молниеносные способности и уничтожает всех гоблинов, стоящих на его пути. Он предупреждает лидера гоблинов, чтобы тот убегал, если хочет продолжать жить. Они бросаются в атаку и готовы сожрать Арда, но одним взглядом своего глаза он заставляет их взорваться на месте. Предводитель гоблинов понимает, в какую беду он попал, и Арт снова пристально смотрит на него, чтобы вселить в него страх Божий. Он говорит гоблину, чтобы тот пожалел о принятом решении, и одним взглядом заставляет его снова взорваться на своем месте. Арт подходит к Ирене и спрашивает, все ли с ней в порядке. Но единственное, что ее интересует, это почему он спас ее, ведь все, чего она хотела, это погибнуть. Она была одинока и изолирована, и все это время ей было больно. Но он признался, что тоже испытывал страдания от одиночества и изоляции. Арт встает на колени и обещает, что больше никогда не предаст друга. Потому что в прошлом он в конечном итоге предал своего самого лучшего друга. Именно поэтому он хочет установить с ней вечную дружбу. Она пытается раскрыть свой секрет, но колеблется и просит его пообещать, что он всегда будет ее другом и никогда не предаст ее. Арт обещает от имени повелителя демонов Варватоса, и Ирина принимает его обещание. Несколько лет спустя Арт лежит в постели, и Ирина приходит, чтобы разбудить его. Он спрашивает, почему женщина в расцвете сил врывается в комнату мужчины. Ирина говорит ему, что она хочет развивать сюжет и готова к началу. «Извините, я имел в виду, что она просит его поступить в Академию магии». Так что они идут на встречу с директором школы. Директор школы очень рад познакомиться с двумя детьми трех героев. Но Арт разочарован, потому что он просто хотел быть типичным никем. Директор школы говорит, что он слышал о том случае, когда они спасли город, уничтожив всех гоблинов, поэтому он освободит их от прохождения медицинского экзамена. Арт с радостью соглашается, и после того, как они сдадут экзамен, они посмотрят на свои оценки. Так получилось, что Ирена находится на вершине чартов, но имени Арт нигде на экране нет. Но при ближайшем рассмотрении Арт видит, что его оценка была нулевой. Единственная вероятность того, что он сдаст экзамен, заключается в том, что кто-то, должно быть, пытается посмеяться над ним. Но директор школы подходит сзади и поздравляет его. Все ответы Арт выходят за рамки гениальности, и он получил нулевую оценку только потому, что они были неверны с точки зрения современных технологий. Директор школы призывает всех учеников учиться у Арт и рассказывает, что его родители были великими героями, которые сражались с драконами. Планы Арда оставаться типичным никем полностью разрушились, и таинственная женщина с большими способностями наблюдала за этим. Прогуливаясь с Ириной, Арт удивляется, как это он никогда не знал, что его родители были великими героями, но Ирина говорит ему, что она рада провести свое будущее с ним. Когда они вошли в класс, все захотели подружиться с ними. Барт расстроен тем, что не может быть второстепенным персонажем, но по крайней мере счастлив, что у него могут быть друзья. Не все являются поклонниками такого развития событий. Но Арт слышит, как мужчина кричит на девушку в углу. Этот мужчина дает ей пощечину, и Ирина кричит на него, чтобы он прекратил издеваться над девушкой. Этого мужчину зовут Эральда, а эта девушка – слуга его семьи, поэтому Эральда кричит на Ирину, чтобы она не вмешивалась в дела его семьи. Вмешивается Арт, говоря, что он ошибается, если считает приемлемым делать это в любое время, когда ему захочется. Арт требует, чтобы он извинился перед девушкой, но Эральда вызывает его на дуэль, если он так сильно хочет защитить девушку. Мимо проходит учитель, чтобы прекратить переполох, но Арт узнает этот голос. Он видит ее наряд и уши и точно знает, кто она такая. Оливия была одной из последовательниц Варватоса и знает, что он облажался, потому что она, скорее всего, в ярости на Варватоса за то, что он страстно прижимался к земле. Он пытается вести себя как обычно и говорит ей, что она выглядит так же прекрасно, как и тогда, когда он видел ее в последний раз. Оливия замечает, что что-то не так, и спрашивает его, где она встречалась с ним раньше. Арт пытается что-то придумать, но Оливия одобряет их дуэль и просит Арда показать ей свою силу. Стоя посреди поля, Арт задается вопросом, как он мог победить, скрывая свою личность от Оливии. Эральда пытается насмехаться над Ардом и вызывает магический круг призыва, который запускает магическую энергию в сторону Арда. Однако Арт совсем не обижен и активировал магическую стену, чтобы покрасоваться перед всеми. Джеральда благодарит его за то, что он защитил свою атаку, и говорит, что заберет свои слова обратно,
но Арт называет его атаку полной чушью. Это приводит Джеральда в бешенство, и он продолжает призывать еще один огненный шар в сторону Арда, но Арт снова блокирует его своим магическим щитом. Джеральда потрясен, удивляясь, как его мега-вспышка полностью нейтрализуется, но Арт задается вопросом, что он имеет в виду под мега-вспышкой. Это была всего лишь обычная вспышка. Арт понимает, что он поделывает имена, чтобы быть крутым, поэтому он рассказывает, что раньше тоже вел себя как клоун, давая классные названия для базовых заклинаний. Но он не сможет прогрессировать, если будет продолжать в том же духе. Джеральда еще больше злится из-за насмешливых заявлений Арт и посылает десятки вспышек в сторону Арт, но он защищает их всех, как настоящий властелин граней. Все удивляются, как Арт может справиться с таким количеством вспышек, но Арт снова замечает что-то неладное. Его атаки были всего лишь кучей простых вспышек, поэтому Арт продолжает говорить Эральда, что он ошибается, и продолжает показывать ему, что такое гигантская вспышка. Оливия восхищенно наблюдает за происходящим, а Арт щелкает пальцем. Вспышка Гига сразу же исчезает, и Эральда удивляется, как он не пострадал. Арт продолжает объяснять ему ситуацию. То, что он только что видел, было вспышкой Гига, и он говорит ему, чтобы он никогда не забывал, кто такой настоящий Гига-чат. Ирина говорит розововолосой девочке, чтобы она просто дала ей знать, если ее отец когда-нибудь снова будет издеваться над ней. И Арт извиняется за то, что был таким, это немного по-детски, когда ты разрушаешь ее жизнь. Оливия допрашивает его и спрашивает, как ему удалось активировать два заклинания одновременно. Арт изо всех сил пытается придумать причину. Он создал магическую стену для своего сына, чтобы тот не поджарился, как цыпленок от гигантской вспышки. Оливия спрашивает его, как ему удалось сделать двойной бросок, но Арт пытается объяснить, сказав, что он использовал только два заклинания одновременно, и что он привык, активируя одновременно десятки заклинаний ранга Повелителя Демонов. Оливия говорит, что даже двойной бросок – это утраченный навык, и спрашивает его, почему он может использовать утраченный навык. Кроме того, она задается вопросом, почему у него нет здравого смысла для этой эпохи, и обещает, что в конечном итоге она вытянет из него эту информацию с помощью своих гигантских сюжетных пушек. Неделю спустя Оливия говорит всем начать формировать вечеринку из 3 человек, и все мгновенно сгрудились вокруг Арда и Ирины, но они оба замечают, что девочка с розовыми волосами одна. Ирина просит ее присоединиться к их вечеринке, и девушка смиренно соглашается. Она представляется как Дженни Суккуб и благодарит их за то, что они спасли ее на днях. Сегодня их миссия состоит в том, чтобы поохотиться на черного волка, и она говорит Арду, что ему, должно быть, будет легко справиться с этим. Когда они сталкиваются со своими первыми волками, Ард полностью сжигает их до хрустящей корочки. Наша миссия состояла в том, чтобы содрать с них шкуру. Но Ард изо всех сил пытается контролировать свою огромную силу и сдерживаться. Дженни приносит извинения за то, что была такой бесполезной и сдерживала их. Но Арт говорит ей, что он мог бы научить ее, чтобы помочь ей обрести уверенность в себе. Она замечает его серьезный взгляд и принимает его предложение. Арт начинает с демонстрации своих магических способностей. Арт говорит, что суккубы обычно обладают большими магическими способностями и великолепной способностью сосать. Извините, я не совсем понимаю, как они попали в сценарий. К нам приближается волк, и Арт вращает рукой по кругу, обрушивая на волка магический взрыв. Это специальная техника, которая позволяет создавать магические круги дистанционно, и он просит их держать это в секрете, потому что именно он ее создал. Это производит впечатление на девочек, и он продолжает просить их запомнить технику, которую он собирается научить. Дженни пробует ее на практике и уничтожает монстра на своем пути. Она обнимает его и говорит, что готова к тому, чтобы зачать ребенка. Ирина видит развитие этого сюжета и хочет узнать, что такое воспитание детей. Арт хочет испытать свои мечты на практике, но в конце концов падает в яму, прежде чем провалиться в их дыры. Арт понимает, что они попали в лабиринт, так что это должно быть логово Минотавра. Он встречается лицом к лицу с монстром, но говорит им, что начнет читать последнюю лекцию. Он блокирует удар Минотавра пальцем, как гигачат, и отбрасывает его в сторону. Затем он произносит дистанционное магическое заклинание, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах. Арт объясняет, что они могут быстро использовать эту дистанционную магию для вызова сотен магических кругов, не затрачивая при этом никакой маны. Он сжигает Минотавра дотла и спрашивает Дженни, не хочет ли она нанести последний удар, желая, чтобы она набралась мужества и попрощалась со своим прошлым. Что касается Дженни, то она всю свою жизнь мечтала о том, чтобы кто-то вроде Повелителя Демонов однажды пришел и спас ее. Поэтому она постоянно избегала реальности. Но она больше не хочет убегать. Компания Арт поздравляет ее с победой над монстром, а Ирена подходит, чтобы обнять ее и подбодрить в связи с победой. Они дарят Оливии рога Минотавра,
и Джинни объясняет, что легендарная магия из сценария Арт, которую когда-либо использовал только Варватас, была тем способом, которым они победили босса. Оливия с подозрением относится к тому, что она только что сказала, но Арт пытается придумать что-то, чтобы выйти из этой ситуации. Эральда издевается над Джинни и говорит, что все это время она, вероятно, была бесполезна. Так вот, Джинни подходит к нему и просит извиниться перед Арт за то, что он сказал, но Эральда снова издевается над ним и Ириной. Джинни выбивает из него все дерьмо и отправляет его в полет. Ирина продолжает бросать меховое ведро ему на голову, и Эральда убегает. Пока они вместе смеются, Арт рад, что провел прекрасный день с ними обоими. Прогуливаясь по школе, он понял, что его исключат, если они раскроют его личность. Но Джинни подошла к нему и спросила, может ли он пойти с ней на свидание. Он удивился, почему гигантские сюжетные пушки приглашают его на свидание, но прежде чем он смог согласиться, Ирена решила вмешаться и тоже умолять пойти на свидание. Джинни подумала об этом и согласилась, сказав, что, по ее мнению, нашему брату действительно следовало бы завести гарем, если бы он мог. Когда Джинни объяснила, что такое гарем исекаев, Ирина сказала, что никогда не позволит Арду завести гарем. В кинотеатре Арт смотрел фильм о своей прошлой жизни, и когда Варватас приготовил свой меч, Арт почувствовал, как на него надвигаются два щита. Но Ирена обняла его, когда он был рядом. Ну вот, и его меч уже начал выниматься из ножен. В то же самое время Лидия умоляла Варватоса не драться. Но Арт считала, что это совершенно недопустимо. Потому что Лидия когда-то была варваром, который был более мужественным, чем он. К тому времени, когда фильм закончился, Арт был рад, что больше не связан с этой жалкой жизнью, но когда они гуляли по району застройки города, они увидели группу мужчин, сгрудившихся в переулке, и обсуждают, как они собираются устранить королеву с помощью магического знака. Когда они начали уходить, Арт решила последовать за этими парнями, и они спустились в канализацию, в которую вошли мужчины. Когда они прокрались вокруг, то увидели гигантский магический круг на стене, но Арт поняла, что они попали в ловушку, и группа бандитов загнала их в угол сзади. Однако лидер активировал магический знак и попытался сжечь Арда заживо, показав, что они заботились только о том, чтобы принести свои цели. Но когда Арт продолжил идти вперед через огонь, он сказал им, что их магия бессильна против него, и начал атаку в направлении магического знака на стене, уничтожив его в тот же миг. Он говорит им, что никто не будет прерывать его свидание, и вызывает большое заклинание, которое бросает молнию на них всех. Поскольку в живых не осталось никого, кроме лидера, он решает высвободить всю свою силу, чтобы превратиться в демона, и бросает большую вспышку молнии в потолок, убегая через него. Арт говорит девочкам, что он будет следить за ним, показывая, что у него есть силы летать за ним, и начинает преследовать демона и пытается сжечь его дотла. Когда демону удается выбраться из дыры, он видит ребенка и хватает его, чтобы защитить от ОРЗ. Когда все жители деревни начали паниковать, Арт попытался крикнуть всем жителям деревни, что он сын величайшего мага, и пообещал победить демона. Но когда демон напомнил ему, что у него есть заложник, Арт удивился, о чем он говорит, и сказал, что это было все это время было иллюзией. Демон попытался бросить в него цепочку молний, но когда он попытался улететь, Арт сказал ему, что он может я никогда не смогу избежать его власти. И сотворил вавилонскую вспышку, уничтожив демона взрывом магической энергии. После приземления на землю мать поблагодарила его за спасение ее дочери, и все подумали, что он самый могущественный человек во всем городе, и начали подбрасывать его вверх и вниз. На следующий день Арду была предоставлена аудиенция у королевы, и он подумал, что она обладает исключительной элегантностью, красотой и обильным чаепитием. Арт задавался вопросом, как бы ему использовать ее в своих интересах. Поэтому Ирена позвонила королеве Розе и сказала ей, что очень скучает по ней. Все были шокированы ее неуважением к королеве, но королева призналась, что они были друзьями на протяжении всей жизни, поэтому она никому не позволит подвергать ее цензуре. Она сказала Арду, что сделает ему самый большой подарок из всех, сказав ему, что сделает его своим мужем. Ты мне нравишься, я хочу тебя. Теперь мы можем сделать это легким путем, а можем и трудным. Выбор за вами. Она умоляла его занять свое место перед всеми присутствующими, но Ирена сказала, что Арт принадлежит ей. В то время как Джинни была в восторге от того, что еще одна женщина может присоединиться к его гарему. Королева поняла, что она слишком устала, чтобы иметь с ними дело, поэтому она решила просто перевести его в класс Пентагона, но Арде знал, что это вызовет проблемы. Поэтому он умолял ее вместо этого увеличить бюджет его академии. Она считала достойным восхищения то, что он больше заботился о других, а не о своей личной выгоде.
Поэтому она решила наградить его как более высоким званием, так и увеличением бюджета. Компания Арт поняла, что из-за его тупой задницы ситуация стала еще хуже. Тем временем злые маги собрались вместе, чтобы разработать план победы над компанией Арт, зная, что он не может сравниться с женщиной, которая хочет уничтожить весь мир. На следующий день в школе девочка призналась в своей любви к компании Арт. Но он извинился, потому что не хочет, чтобы уродливая сучка была его подружкой на стороне. Поэтому он спросил ее, не хочет ли она остаться в френдзоне, но девушка поняла, что он должно быть девственник, и решила просто затащить его в постель, чтобы преподать ему урок. Однако, когда появилась Ирина, готовая уничтожить все поле, девочка решила сбежать. Когда Арт попытался поблагодарить Ирину за то, что она спасла его, она ушла от него. В тот вечер он задавался вопросом, какого черта он сделал, чтобы расстроить Ирину. Но Джинни отвлекла его от мыслей и вошла в его комнату, сняв всю свою сюжетную броню. Она была рада, что он становится популярным. Но она не хотела, чтобы другая девушка украла его первый раз, поэтому она сказала ему, что он может делать с ней все, что когда-либо захочет. В то же самое время Ирина поняла, что должно быть расстроилась из-за Арт раньше, поэтому она полезла в свой гардероб. Арт задался вопросом, что она имела в виду, играя с его демоническим экскалибуром, поэтому она использовала свой очаровательный злой глаз, чтобы очаровать его. И его тело было парализовано. Ирина увидела их вдвоем и начала кричать, постоянно призывая Арту Бейкер. Она чуть не уничтожила оставшиеся у него 2 клетки мозга и начала плакать. Но Джинни сказала ей, что ей следует остановиться, пока Арт не возненавидел ее еще больше за то, что она ведет себя так по-детски. Эти слова разозлили Ирину, и она сказала ей, что это ее вина, потому что все женщины в академии хотят преследовать его, и сказала, что она побьет ее за это, то, как она себя вела. Джинни согласилась, но Арт велел им заткнуться и встать перед ним на колени. Они оба встали на колени, и он сказал им извиниться друг перед другом. Но прежде чем они оба смогли сказать свои извинения и пожать друг другу руки, профессор Джессика сказала им остановиться прямо здесь. В связи с предстоящим турниром она сказала, что они должны сразиться друг с другом, потому что если они займут первое место, Арт станет профессором школы. Арт недоумевала, о чем она говорит, поэтому она сказала, что директор сделает Арт профессором, но когда девочки попытались, сказав ей, что им это не интересно, профессор рассказал, что у других профессоров есть классная униформа, и спросил их, не хотят ли они посмотреть на нее. Они оба сразу же согласились и пообещали сжечь друг друга дотла, чтобы увидеть Арта в униформе. На турнирном поле все присутствующие вместе с родителями Арда были одними из судей. Но больше всего он разозлился из-за того, что Оливия все еще сидела рядом с ним. Когда подошла очередь Ирины, Арт начал молиться о том, чтобы она проиграла, и он не стал профессором. Матч начался, и соперница Ирины запустила огненный шар, но она едва увернулась от него. Когда она лежала на земле, она увидела, как Арт молится за нее, поэтому к ней вернулась уверенность. И она применила магию сценария, который он ее научил, чтобы окружить своего противника магическими кругами, и запустила свой огонь, магия выжигает ее энергию. И в этот момент она выигрывает матч. Она крикнула телеканалу Арт, что победила, и когда возвращалась на свое место, Джинни похвалила ее за то, что она так хорошо справилась. Но Ирена сказала ей, что с нетерпением ждет встречи с ней в финале. Матчи продолжались, и они оба медленно побеждали всех своих соперников, и вскоре оба вышли в финал. Однако Алхайд помнил, через что пришлось пройти его дочери, и просто сидел там молча, вместо того, чтобы праздновать победу. Вот-вот должен был начаться финальный матч, но Арт почувствовал, что что-то не так. Как только началась битва, таинственный человек встал и начал превращаться в демона с крыльями. Несколько из них начали появляться, и заложенные бомбы начали взрываться по всему стадиону. Пока Джинни и Ирина сражались с демонами, один из них попытался ударить Джинни ножом, но ее защиты было недостаточно, чтобы удержать ее от падения. Поэтому Ирена застрелила демона. Она попыталась помочь ей подняться, но как только они взялись за руки, гигантская искра пронзила землю, и голем начал формироваться прямо у них на глазах. 2 девушки попытались направить на это всю свою магическую энергию, но голем был невозмутим, и прежде чем он приблизился, к ним подошла Аль-Хайда, чтобы защитить их. С помощью своей магии он вызвал торнадо, чтобы поднять голема и раздавить его, и по мере того, как он усиливал свою силу, Аль-Хайд начал защищать их. Голем начал трескаться до тех пор, пока полностью не разлетелся на куски. Ирина была рада, что ее отец обладает таким могуществом, но профессор Джессика была рада, что все идет по плану, и ударила своего отца ножом в спину. Они задавались вопросом, почему она так поступила, но она призналась, что на самом деле она Эльзер, король драконов, и что она замыслила все это только для того, чтобы захватить ее в плен. Джинни попыталась высвободить всю свою магию, чтобы выиграть немного времени для побега Ирины, но Эльзард изгнал ее с помощью ее
ее магической силы. Когда она уже собиралась уничтожить ее, Ирина подбежала, чтобы удержать ее, но Эльзард отбросил ее в сторону. Однако Ирина умоляла ее просто забрать ее, не причинив вреда ее подруге, поэтому она выпустила свои крылья и начала уносить ее прочь. Позже в тот же день Альхайд был исцелен магией Арда, и как только он проснулся, он рассказал, что Ирина была похищена королем драконов. Ард сказал им, что он спасет Ирину, поэтому Альхайд отвел его в самое секретное место в стране, королевскую сокровищницу. Как только он ушел, отец Арда спросил его, не беспокоится ли он о том, что Ард узнает правду о своей дочери. Но все, что он объяснил, это то, что Ирина провела всю свою жизнь взаперти, чтобы скрыть свою тайну, но она изменилась после встречи с Ардом. И задавалась вопросом, сможет ли Ард когда-нибудь узнать правду о своей дочери, чтобы разобраться с правдой. В то же время Ирина вспомнила то время, когда они обещали стать друзьями. Но когда он попросил ее рассказать правду о себе, она попыталась раскрыть ее, и он исчез после того, как она произнесла эти слова. В этот момент она проснулась и увидела, что привязана к магическому шару, и дракон сказал ей, что она хочет выпить текущую кровь в ее семье. Она показала ей сироту хаоса, сказав, что ее кровь будет использована для воскрешения одного из злых богов, что позволит ей достичь своей цели – уничтожить этот прогнивший мир, который она ненавидела всю свою жизнь. Тем не менее, Ирина кричала, что к ней придет Ард. Но Эльзард спросил ее, останется ли он по-прежнему рядом с ней после того, как узнает правду. Барьеры были сняты, и сирота была готова съесть ее. На другом конце света Ард собрал какой-то супергеройский наряд, чтобы спасти Ирину, и сказал Джинни, что он обязательно спасет ее. Ее так, что она должна просто приготовить им какой-нибудь ужин, потому что он вернется к вечеру. Перед тем, как улететь, он сказал ей, что они должны смеяться и шутить как раньше, и отправился в полет вместе со своими ботинками. Сирота уже собирался превратить это в другой тип аниме и открыл свой отвратительный грязный рот, чтобы выпустить щупальца, но прежде чем оно успело дотянуться до ее лица, он открыл свой отвратительный грязный рот, чтобы выпустить щупальца. Чудовище взорвалось в одно мгновение. Все они посмотрели в небо и увидели летящего перед ними Арда. Спустившись на землю, он активировал 9 магических заклинаний и направил на них всю свою магическую силу. Как только он закончил, он освободил Ирену из ее ловушки, и она подбежала, чтобы обнять его, сказав, что все это время ей было страшно. Эльзард видел, как она цеплялась за него, и волнение, вызванное ее отчаянием, заставило ее начать превращаться в свою драконью форму. Она сказала ему, чтобы он не был так счастлив с таким монстром, как она, потому что ее настоящее имя Лаваль, истинная королевская особа, и в ней течет кровь злые боги. Однако Ард сказал ей, что все это не имеет значения, потому что для него она добрее и мужественнее, чем кто-либо из его знакомых, что она ему как родной сын. Поэтому он никогда не простит ей ее слов. Эти слова привели Эльзарда в ярость, и он нанес магический удар в сторону Ард, но когда пыль осела, он уже стоял с копьем, блокируя ее атаку. Она продолжала наносить свои магические удары в его сторону, но Ард сказал ей смотреть под ноги, и как только она приземлилась, он открыл огонь-удар, чтобы испепелить ее на месте. Когда огонь догорел, Ард предупредил ее, что ее смерть близка, поэтому он пообещал уничтожить ее и запустил свое копье, чтобы отправить ее в небо. Ирена была рада, что он выбрался оттуда целым и невредимым, но он знал, что это еще не конец. А с неба Эльзард превратилась в свою последнюю четверку и готовилась к своему последнему штурму. Она вложила всю свою энергию в магическое дыхание. Но Ард сказал Ирене, что он предпочел бы, чтобы она не наблюдала за битвой с этого момента. Арт прижимается к статуе, и щит блокирует всю мощь атаки, направленную на нее. Она задается вопросом, кто же он такой, и Арт спрашивает Лидию, не могли бы они еще раз потанцевать вместе, превратив ее в меч. Он взмывает в небо и, летя вслед за драконом, едва уклоняется от магических атак, идущих снизу. Его система предупреждает его об атаках, идущих с его стороны, но Арт вызывает свою исполнительную систему и направляет всю свою силу на Эльзарда. Она уклоняется от каждого удара, но продолжает насмехаться над ним, говоря ему, что хотя Ирена и монстр, он намного хуже, чем она. Когда-нибудь это может случиться, потому что в один прекрасный день она будет бояться его и бросит. Когда он видит, что Ирина печально смотрит в сторону, Эльзард говорит ему, чтобы он умер в изоляции. Но Ирина выкрикивает его имя и говорит ему, что он не должен проигрывать никчемной ящерице. Эти слова позволяют Арду понять, что он больше не одинок, поэтому он вызывает вторую фазу Лидии и начинает носить свой браслет на все тело, позволяя ему вернуть свое прежнее лицо. Эльзард активирует свое абсолютное оружие, но оно стреляет прямо в нее. Саарт показывает, что теперь он знает все о ее атаках, включая то, что скрыто в ее душе. Он объясняет, что именно она была в депрессии из-за своей жизни и одиночества, но он не простит ей того, что она втянула в это его друга. Поэтому он говорит ей погибнуть в своей жизни. Место. Он активирует код Сигма, и магические символы создают над ним гору, которая увеличивается в размерах. Как только они были полностью заряжены, он выпустил свой нулевой ультиматум.
Как только битва закончилась, Ирина попыталась сказать Эр, что он был невероятным, но он сомневался, будет ли она продолжать оставаться его другом. Она сказала ему, что всегда будет его другом. Так вот, когда он направился домой, Ирина поняла, что он все еще хочет быть ее другом после того, как узнал ее секрет. Поэтому она пообещала стать достаточно сильной, чтобы оставаться рядом с ним. Позже той же ночью одна девочка уничтожила монстра и была рада, что наконец-то смогла помочь своей старшей сестре Лидии. Однако, почувствовав собственный запах, она поняла, что переусердствовала, проведя 3 года в подземелье. Когда она вышла из подземелья, то была потрясена, увидев вокруг себя цивилизацию. А когда она побежала в переулок, чтобы спрятаться, то задалась вопросом, действительно ли все изменилось за 3 года. Однако к ней подошел незнакомый мужчина и сказал, что он был впечатлен тем, что она провела 3 года на тренировках. Ей было интересно, что он имел в виду. Так вот, этот человек сказал, что время течет по-другому, когда сражаешься в подземелье. Остановите крышку. Остановите крышку прямо сейчас. Она начала преследовать этого человека по всему городу, так что он извинился и сказал ей, что служил под началом Лидии и Варватоса. Но когда она спросила, как поживает повелитель демонов, мужчина сказал ей, что он мертв. Но он тайно сообщил, что его душа перевоплотилась в этот мир под именем Арт-Метеор. Услышав о том, как он отказался от своих обязанностей, она разозлилась. В школе директор рассказывал им о своем последнем плане получения дополнительной прибыли для своих карманов, поэтому он подумал, не заинтересует ли их создаю школьную пьесу. После того, как девочки сказали ему, что им понравится играть с ним в ролевые игры, учитель раскрыл свое истинное намерение пригласить их на это пьеса. Он получил письмо с угрозами прекратить фестиваль, поэтому он надеялся, что Арт сможет защитить их во время участия в спектакле. Директор школы также сообщил, что Оливия тоже будет им помогать. Но Арт знал, что она замышляет другой поворот сюжета, но единственное, чего он хотел, это изменить ее сюжет. Однако Сильфи ворвалась в дом в поисках Арда, и он понял, что ему крышка. Но Оливия сбила ее с ног книгой, сказав, что она не повзрослела за последние 3000 лет. Арт кивнула, потому что она была права. Но Сильфи заметила это и поняла, что он был реинкарнацией Варватоса, поэтому она подбегает к нему и спрашивает, что случилось с ее старшей сестрой. Однако он делает вид, что понятия не имеет, о чем она говорит, и удивляется, как она узнала, что он перевоплотился. Джинни понимает, что для него вполне логично стать повелителем демонов. И Оливия хочет услышать все о реинкарнации этого Варвата. Поэтому Сильфи говорит ему, что так или иначе она заставит его подчиниться. Но Арт говорит ей, что ему не нравятся плоские доски. Что же он сказал? Она вызывает его на дуэль, говоря, чтобы он не убегал как трус, каким он всегда был, но Ирина говорит ей, чтобы она уже заткнулась и перестала сильно докучать. Эти слова шокируют Сильфи, напоминая ей о ее старшей сестре, поэтому она умоляет Ирину подружиться с ней. Но Ирина говорит, что она не дружит с плоскими девушками, и это разрушает все ее надежды. Услышав эти слова, она вызывает Ирину на дуэль и спрашивает Арда, собирается ли он быть бесхребетным слабаком и заставить Ирину сражаться за него. Однако Арт понимает, что это именно тот исход, на который надеялась Оливия, поэтому он соглашается на дуэль, но решает, что ему нужно «я нарочно проиграю», чтобы сбить ее с толку. На поле боя Арт встречается лицом к лицу с Сильфи, и они говорят ему, чтобы он уже уничтожил разделочную доску. Но эти слова заставляют ее распухнуть от гнева, и она бросается к нему. Однако Арт удерживает ее, но она бросается на землю, чтобы нанести удар по его мечу. Но Арду удается парировать все ее удары. Он понимает, что просто то, что он может не отставать от нее, должно быть подозрительно, но она продолжает насмехаться над ним, называя его слабая маленькая девочка. Ее слова задевают его, поэтому он решает нанести всего один удар, а затем проиграть. Но учитывая, как близко ее меч был к тому, чтобы рассечь ему лицо, он понимает, что она была открыта. Однако это было именно то, на что она надеялась, и она пронзает его глаз, но Арт молниеносно отбрасывает ее в сторону и направляет на нее свой меч. Оливия объявляет матч в пользу Арда, но этот идиот понимает, что его просто заманили в ловушку. И все же Сильфи хотела доказать, что она сильнее повелителя демонов, поэтому она призвала свое абсолютное демоническое оружие и применила свою секретную технику. Всего лишь голой рукой ему удалось отразить удар, и когда пыль осела, он уставился на нее сияющими глазами. И прежде чем она успела снова начать атаку, Арт высвободил всю свою магию. Как раз в этот момент Оливия сказала ей, чтобы она уже прекратила, потому что она отравила всех студентов и сбила их с ног до потери сознания. Она сказала ей, что Лидия будет разочарована, увидев, какой тупой стала ее сестра, но Сильфи считает, что это ничто по сравнению с тем, что сделал Варватос. После того, как она произнесла эти слова, Ирина ударила ее по голове, сказав, чтобы она извинилась, потому что ей не следовало использовать свою силу, чтобы причинять вред другим. То, как Ирина читала ей нотации, напомнило ей о Лидии, и она начала плакать, извиняясь за то, как она себя вела. И когда Ирина погладила ее по голове, Варватос поняла,
что она была такой же, как ее старшая сестра. На следующий день во время урока Арт наконец-то провел свой первый урок, и так как он будет играть роль Варватоса на предстоящем фестивале, ему стало интересно, кто будет играть Лидию. Сильфи сразу же порекомендовала мне Ирену и сказала, что она возьмет на себя роль злого бога, так как никто другой не возьмет на себя эту роль. Однако они задавались вопросом, как они будут зарабатывать деньги на всех посетителях, поэтому Дженни подумала, что у нее появилась гениальная идея. И сказала, что кафе для прислуги было бы лучшим способом, чтобы привлечь посетителей. Мне очень понравилась идея увидеть сотни женщин, обслуживающих Арт. Она раздала всем шитые ею наряды, и хотя все они были шокированы, компания Арт бросила на них один внимательный взгляд и подумала, что это приведет к демонетизации этого видео. Но ребята думали, что их мечты сбудутся. Однако девочки никогда бы не стали носить это. Но Дженни напомнила им, что их одноклассники не единственные, кто приходит к ним в гости, потому что они также смогут обслуживать Арда, и у них даже может быть шанс соблазнить его. Бедные ребята только что получили С. Когда все они согласились, Арт сказал, что его устраивает этот план до тех пор, пока они будут монетизировать это видео. Но Сильфи сказала, что с радостью снимет для него всю свою сюжетную броню. Однако Дженни сказала ей, что ей все равно нечем похвастаться. И Арт поняла, что две вещи будут долгими и трудными, и одна из них произойдет на этой неделе. За пределами класса за ними наблюдал Ворон, а клоун был тем, кто шпионил за ним, говоря ему наслаждаться своей жизнью, пока он может, прежде чем он раскроет правду за Сильфи. Во время фестиваля Арт притворился, что идет на свидание с Ириной, чтобы патрулировать вокруг школы, и когда один парень предложил накормить ее своей мясной палочкой. Она сказала ему, что у Арда есть нечто большее, чем его маленькие уговоры. В конце концов, они увидели дерево короля мечей, где, как говорят, запечатано что-то особенное в этом месте. Но так как даже отец Ирины ничего об этом не знал, Оливия сказала, что не может раскрыть секрет, скрытый в этом дереве. Тем не менее, она могла бы рассказать ему об этом, если бы он смог победить ее в турнире короля мечей, потому что она пошла дальше и записала его на этот турнир. Бедняга пытался сказать, что ему уже нужно сыграть в этой пьесе. Но Оливия накричала на него, сказав, что если он не будет участвовать, то она может просто пойти дальше и раскрыть его истинную личность, и рассмеялась ему в лицо. Несколько часов спустя кафе для прислуги было наконец готово, но прежде чем Арт смог войти, появилась Дженни и очаровала его своими способностями. Когда она накричала на них за то, что они пытались соблазнить ее лучшую подругу, Дженни сказала ей, что они просто обслуживают его. И задалась вопросом, может ли она действительно конкурировать с ними. Вместе с ними. Из-за этих слов Ирена надела свой наряд горничной, сказав им, что она будет обслуживать его, так как он исключительно ее хозяин. Сильфи подумала, что они должны просто пойти на компромисс и позволить ей самой обслуживать его, но Дженни сказала ей, что никто не хочет, чтобы ее плоская задница помогала. Вы победитель. Диктор объявляет, что завтра начнется турнир по фехтованию на мечах, и когда они услышали, что Арт тоже участвует в турнире, Дженни пожалела, что не может сразиться с ним на турнире, потому что его меч может пронзить ее изнутри. И Ирена уже сказала ей, чтобы она отвалила. Но Дженни вспомнила, что они все еще не договорились о своей предыдущей дуэли, поэтому они пообещали встретиться лицом к лицу на турнире. Наконец-то настал день турнира, и матч Ирины стал первым по счету. Она сразу же победила своего соперника вместе с Сильфи, а мужчина, противостоявший Оливии, сдался еще до начала матча. Когда Арт выиграл свой поединок, он знал, что проигрыш на этом этапе будет подозрительным, поэтому единственной, кто остался сражаться, была Дженни. Ее противником был гигантский мужчина, и он бросился к ней, чтобы нанести удар по ее мечу, но отбросил ее в сторону. Арт поняла, что она проиграет из-за того, как сильно она волнуется, поэтому Арт решил встать и сказал ей, что он позволит ей это сделать. Если она победит, то сделает с ним все, что захочет. Услышав эти слова, она тут же подбежала к нему и ударила по его клинку, упав в обморок, чтобы сбить его с ног и вырубить. Она была очень взволнована победой. Но когда наступил следующий матч Арда, он изо всех сил старался скрыть свои способности, не выдавая себя. Однако она уже знала, что он был ее давно потерянным братом, поэтому она вскочила и нанесла ему удар сверху вниз. Но Арт едва успел парировать ее удары. Он знал, что проигрыш будет слишком подозрительным, поэтому она побежала, чтобы сбить его с ног, сказав ему, что арена — это не то место, где можно проиграть. Хорошее место, чтобы притворяться. Так что прежде чем она смогла нанести ему удар, он активировал свою мега-стену и запустил ее в небо. Все в толпе называли его неудачником за жульничество, и его тупая задница поняла, что ему нельзя использовать магию. Наступила финальная битва между Ириной и Дженни. Дженни сказала ей, что у нее есть более масштабный сюжет. Ирина назвала ее уродливой, поэтому Дженни побежала вперед и подпрыгнула, чтобы ударить Ирину. Но Ирина продолжала стоять на своем и кричала, что она не позволит Арду завести гарем. Дженни сказала ей просто признаться, что она уже хочет получить его длинный меч, и все удивились, почему они заговорили об искусстве в середине матча. Бедный Арт хотел бы, чтобы его жизнь уже закончилась. Но девочки отнеслись к этому серьезно и нанесли последний удар друг по другу. И когда Дженни упала в обморок, Ирена была объявлена победительницей. Когда они уходили, она сказала ей, что теперь Арт принадлежит только
ей, но они продолжали спорить о том, кому он принадлежит. Издалека клоун понял, что почти все встало на свои места, так что он был готов приступить к своей операции. Наконец-то настал день представления. Но когда Сильфи посмотрела на Ирину, она вспомнила только о своей старшей сестре. Однако Ирина очень нервничала из-за того, что выступала перед большой толпой людей. Саарт попытался утешить ее, сказав, что она сделает пьесу еще красивее, просто появившись в ней. Во время спектакля Арт понял, как неловко было играть самому. Но после того, как спектакль закончился, Сильфи увидела человека, который был похож на ее сестру со спины, но когда она побежала за ней, чтобы увидеть ее лицо, то увидела, что на самом деле это была не ее сестра. Она уже собиралась заплакать от того, как сильно скучает по своей сестре, но тут перед ней снова появился клоун. Выйдя из кинотеатра, Дженни задалась вопросом, почему Сильфи исчезла, но пришла к выводу, что Сильфи в конце концов влюбилась в Арда, и именно поэтому она вела себя странно. Как только она произнесла эти слова, Сильфи подошла к Арду и сказала ему, что хочет встретиться с ним за пределами демона. Дерево короля мечей после ее поединка. Наконец-то настал финальный матч турнира. Но лицо Сильфи было мрачным. Как только матч начался, она телепортировалась за спину Ирины и нокаутировала ее, выиграв матч в тот же миг. Арт удивился, почему она так странно себя ведет, и когда наступила ночь, она ждала его у дерева. В конце концов появился Арт, и она сказала ему, что все это время наблюдала за ним, чтобы решить, действительно ли он Варватас, но сказала ему, что хочет устранить его. Со всей своей энергией. Меч в ее руке начал светиться, а дерево активировалось, и Арт почувствовал, как в его сердце заколотилась опасность. Меч, лежавший перед ней, был настоящим священным мечом, которым когда-то владела Лидия, и именно этот секрет был запечатан внутри этого дерева. Она сказала ему, что это было случайное совпадение, что он оказался спрятан в той же самой академии, которую он сейчас посещает. И она призвала Аргуса и Лидию к своей гибели, пытался предупредить Арда, чтобы он сбежал. Теперь оба меча были под ее контролем, и она бросилась рубить Арда, так что когда он попытался увернуться от ударов, он начал отлетать в сторону и задавался вопросом, кто мог промыть ей мозги. Наконец-то все пошло по плану клоуна, и он вспомнил, как открыл правду Сильфи. Он сказал ей, что Арт на самом деле является повелителем демонов Варватосом, и схватил ее за голову, заставляя воспоминания проникнуть в ее мозг. Она увидела, как Варватос стоял над Лидией и как он использовал всю свою магию, чтобы уничтожить ее, позволив Сильфи увидеть, как на самом деле умерла ее сестра. Все это было так давно. Теперь, когда Сильфи сыграла ему на руку, ему наконец пришло время стать самым могущественным человеком в мире. И Сильфи преследовала Арда до тех пор, пока ей не удалось ударить его в спину и сбить с ног. Она была рада, что он наконец-то скончался. Но после того, как он ушел, она начала плакать, потому что ее сестра все еще не вернулась. Так вот, поскольку в этом мире нет ее сестры, она была готова уничтожить его. Ирина попыталась вернуть ее в чувство, но Сильфи бросилась рубить ее, и пока Ирина защищалась от удара, Дженни начала выпускать в ее сторону свои огненные шары. Когда она попыталась убежать, чтобы спасти Ирину, Сильфи оттолкнула ее ногой и сказала Ирине, что собирается уничтожить ее. Однако Ирина сказала ей, что именно она будет той, кто остановит ее, так как она ее сестра, и голос Арт приказал ей остановиться. Он высвободил всю свою силу, поэтому Сильфи бросилась к нему. Но когда он попытался применить свою магическую силу, она просто отбросила ее в сторону. Он понял, что единственный способ спасти ее – это позаботиться о том, чтобы ее честь не была уничтожена. Поэтому, когда она побежала к нему, он уклонился от ее атак и начал обратный отсчет. В последний момент он выхватил свой меч, чтобы ударить ее, но голос Лидии в мече закричал, чтобы она остановилась. Появился клоун и был потрясен тем, что Сильфи была такой бесполезной, поэтому он сбил ее с ног и назвал никчемной собакой. Варватос недоумевал, чего он добивается, поэтому мужчина сказал, что хочет устранить его, чтобы оживить их хозяина, взял мечи и побежал к нему. Арт. Даже когда он пробегал мимо него, единственным раненым был клоун, и Арт развернулся, чтобы отсечь ему руку. Клоун попытался улететь, чтобы атаковать его воздушным ударом, но когда он попытался активировать магию меча, его ударило током от меча за то, что он отверг его. Арт сказал ему, что он покажет ему, как владеть священным мечом. Маска упала на землю. Но Арт знал, что битва, вероятно, еще долго не закончится. Когда он подошел, чтобы забрать меч Лидии, он услышал, как она назвала его тупым ослом, и ее душа устремилась наружу к Сильфи. Она назвала ее идиоткой. Видя, что она не изменилась за все это время, она сказала ей не винить Варватоса, так как это было не так, он сам виноват в том, как все обернулось. Единственное, чего она хочет, это чтобы Сильфи жила своей жизнью на полную катушку, и чтобы однажды они могли встретиться снова. После того, как она произнесла эти слова, Лидия вернулась к своему мечу и исчезла. Несколько месяцев спустя, в полнолуние, Арт и две девочки отправились на экскурсию. Но когда он посмотрел на их игральные карты, то задался вопросом, как ученый маг Верда и чемпионка Лидия оказались на игровых картах. Карета споткнулась о камень, и в этот момент время вокруг них замерло. Они мгновенно исчезли из виду.
Перед их глазами возник маленький мальчик, и когда Арт спросила его, кто он такой, мальчик сказал, что лучше всего было бы представиться Богом. Арт сказал, что он согласится с его словами, но задался вопросом, зачем они были вызваны сюда, так что Бог объяснил, что существует бесконечное количество миров с прошлым и будущим. И как только время проходит, его уже невозможно восстановить. Тем не менее, там был один человек, который пытался разрушить течение мира, и если он вступит в контакт с повелителем демонов, то их миры исчезнут. Арт задавался вопросом, что он на самом деле имел в виду, поэтому Бог попросил его устранить это существо и надеялся, что он был единственным, кто остался. Стоя, я прощаюсь с ними. Все они проснулись под небом, где было две луны, и Арт понял, что они перенеслись глубоко в прошлое. Он объяснил, что до тех пор, пока 3000 лет назад на мир не обрушилось бедствие, на небе было две луны. Так что они, должно быть, вернулись в страну, контролируемую Варватосом. Из-за того, что Бог говорил о повелителе демонов, он понял, что встреча с Варватосом будет единственным способом для них добиться какого-либо прогресса. Но Ирина обняла его, сказав, что ей страшно. Дженни тоже решила привязаться к нему, и обе девочки совершенно забыли о том, что их телепортировали в прошлое. Как раз в этот момент одна женщина спасалась бегством от смертельного жала и была отброшена назад на камень. Когда острый кончик жала уже был готов вонзиться в нее, Арт собрал всю свою магическую силу, чтобы отбросить жало прочь. Девочки начали делать Арду комплименты. Но тут они услышали знакомый голос, благодарящий его, и девочки поняли, что это была Оливия. Она удивилась, откуда им известно ее имя, но Арт сказал ей, что ее оружие массового отвлечения внимания известно по всей стране. Так что он надеется, что она сможет относиться к ним помягче. Услышав его слова, она высвободила все свои силы, чтобы втянуть в себя воздух. Но после того, как девочки потеряли сознание, она поняла, что он действительно силен, и велела ему следовать за ней. Вернувшись в свою деревню, Ирена и Дженни почувствовали себя так, словно действительно вернулись в Римскую империю. Саарт спросил ее, зачем она привезла их к себе домой. Она сказала ему, что хотела бы иметь его мощный клинок в своей армии. В конце концов, инопланетяне пришли в их мир, чтобы начать борьбу с ними, и Варватос — это единственная причина, по которой человечество продолжает выживать. Со всей силой, которой он обладает, она надеется, что он сможет помочь им переломить ход войны. Выслушав ее, Арде решает присоединиться к ее армии при условии, что он сможет поступить на службу в войска Верды. Она считает его сумасшедшим. Но из-за этого безумия ее ворота заливает сильнее, чем фонтан на заднем дворе. Так что она принимает его условия, и они направляются в исследовательский центр Верды. Это было частью его плана по защите Ирины и Дженни, так как местонахождение Верды всегда было безопасным, но как только он произнес эти слова, весь ее лагерь взорвался гигантским пламенем, и он понял, что мы были близки к тому, чтобы облажаться. Верда пришла с улицы и была очень взволнована, увидев здесь свежее мясо. Но они задавались вопросом, действительно ли это нормально, что весь ее центр был разрушен. Однако она сказала им, что такое происходит постоянно, и представилась как Верда, красивая девушка-исследователь магии. Ирина достала свою визитную карточку и поинтересовалась, кто же, черт возьми, такая эта психованная сука. Пока они ждали в лаборатории, она задавалась вопросом, зачем они на самом деле сюда пришли. Поэтому мы решили открыть ей правду. Она закричала, услышав, что они на самом деле пришли из будущего. Она была очень взволнована, потому что все ее теории наконец-то сбылись, и поэтому согласилась принять их участие, но при одном условии. Как раз в этот момент Сильвия ворвалась в дверь и бросилась в погоню за Вердой. После того, как ей не удалось догнать ее, она попросила Лидию войти, и когда ее шаги раздались за дверью, Арт наконец-то обратил свой взор на пушки, которые он не забыл за последние 3000 лет. Девочки были поражены ее красотой. Но после того, как они услышали, как она начала кричать на Верду, они поняли, что эта сучка — мужественная амазонка. Как только она перестала кричать, Лидия наконец увидела царя Бубу и умоляла Дженни присоединиться к ней на ее сказочной вилле прямо сейчас. Услышав, как она нервничает, она поняла, что Дженни никогда раньше не разрабатывала сюжет, и подумала, что нашла самое редкое сокровище в этом мире. Но до того, как ситуация обострилась, Арт оттолкнул ее и сказал, чтобы она уже успокоилась. Но когда она попросила его не мешать романтическим отношениям, Арт сказал ей, что она совершает грёбаное военное преступление. Ей не понравились эти слова, поэтому она вызвала его на дуэль, и Арт согласился. Выйдя из лаборатории, Лидия сжала кулак и побежала к нему, но Арду удалось отразить все ее атаки, и когда она ударила его ногой, он едва уклонился на миллиметр. Но она улыбнулась и набрала песка, чтобы брызнуть ему в лицо, оттолкнула его ногой, а затем лишила его жизни, отправив в полет к одной из каменных колонн. Он подумал, что она никогда не изменится со своим ужасным отношением, поэтому спрыгнул на землю и побежал к ней. Но она приняла его удар на себя и пнула его ногой вверх, так что он восстановил контроль над собой, используя ее голову, и оттолкнул ее в сторону. Когда они оба были измотаны, они бросились друг к другу и ударили друг друга кулаками в лицо. После нескольких часов безжалостной борьбы они лежали на полу, и она сказала Арду, что он продержался дольше, чем она ожидала. Он сказал ей, что не ожидал, что ей понравится такая грубость. Арт ушел,
ушел, думая, что сейчас самое худшее время для жизни. Но Лидия сочла его интересным человеком и посоветовала ему присоединиться к ее подразделению, как только он сможет. Он сказал ей, что предпочел бы обеспечить безопасность Джинни и Ирины, но когда она сказала ему, что ей нужна его сила, он вспомнил, что слышал эти слова раньше, и повернулся к ней. Он сказал ей, что присоединится к нам, если она позволит ему поприветствовать повелителя демонов. Но она сказала ему, что он встречается только с людьми, которым может доверять, поэтому ему нужно совершить великий подвиг, чтобы завоевать его уважение. После того, как Арт согласился, Лидия отошла и погладила его по голове, и он понял, как сильно ему не хватало ее нежного голоса. Позже, тем же вечером, горничная представилась Латимой и сказала ему, что он может относиться к дому Лидии как к своему собственному. Но когда она ушла, Арт вспомнил, что он собственноручно уничтожил свою подругу. Поэтому он задается вопросом, действительно ли он может назвать ее близкой подругой. Это просто сенсация. Неделю спустя Харт и девочки готовились устроить засаду противоборствующим военным. И когда он посмотрел сверху, то увидел огромное количество сил, но вспомнил, что эта перестрелка не была проблемой. Лидия начала битву, и Сильфи бросилась вперед вместе с передними рядами, чтобы уничтожить всех монстров перед ней. В то время как Джинни пыталась помочь целителям, их оборона была атакована вражеским генералом, и он бросил свою молнию, чтобы уничтожить всех солдат, стоящих на его пути. Арт знал, что он хотел уничтожить все запасы, оставшиеся после войны, но это было все, о чем он мог мечтать. Потому что этого могло быть достаточно для встречи с повелителем демонов. Лидия и ее товарищи захватили контроль над фортом и вторглись в него. Но она удивилась, почему их вражеский генерал до сих пор не появился. Как только она высказала эти мысли, какой-то мужчина сообщил ей, что вражеский генерал вторгся в их медпункт. Когда этот человек подошел ближе, он наступил на ловушку Арда, и энергетический луч ударил в небеса, мгновенно превратив его в хрустящую корочку. Лидия побежала назад, чтобы узнать, что вражеский генерал будет сегодня вечером на ужине с барбекю. И выяснилось, что он был тем самым капитаном, которого они пытались убрать в течение нескольких месяцев. Из-за его достижения она считает, что этого более чем достаточно для встречи с повелителем демонов. И вот несколько дней спустя карета везла их к его замку. Арт считал, что его эпический замок лучшее, что есть в этом мире, а девочки считали, что внутри он прекрасен и великолепен. Но Сильфи сказала ей, что единственное, что уродливее этого замка, это лицо Варвада. Арт притворился, что не расслышал ничего из того, что она говорила, но пламя вырвалось из их двери, и человек в маске клоуна представился как Альвардо. Но прежде чем он смог продолжить разговор, Варвадос наконец появился перед их глазами. И Арт взглянул на его старое лицо, поняв, что он вот-вот справится сам. Он сказал им, чтобы они следовали за ним внутрь. И пока Лидия пыталась заговорить с ним, Арт заметила, как холодно он обычно вел себя по отношению к ней, когда он сидел на троне. Ирена подумала, что его лицо – самое горячее, что она когда-либо видела, и Джинни пожелала, чтобы повелитель демонов и Арт уничтожили ее. Варватос задавался вопросом, кого они называли повелителем демонов, но Лидия понятия не имела, о чем они говорили, и Арт подумала, что что-то не так. Варватос сказал, что ему известно, что в этом мире есть еще один человек, носящий титул повелителя демонов. Но он не знал, почему именно он должен получить этот титул именно сейчас. Арт пытался сказать, что это было просто недоразумение, но знал, что произошло что-то ужасное. В лаборатории Веры они задавались вопросом, что могло произойти, и Вера понимает, что кто-то, должно быть, изменил ход их истории. И именно поэтому боги призвали их в этот мир, чтобы они могли устранить его. Прежде чем вернуться в свой мир, она рассказала, что повелитель демонов в этом мире появился 3 года назад, и никто не знает правды о его существовании. Даже Варватос не смог победить этого человека. Но прежде чем они смогли продолжить разговор об этом, Лидия ворвалась в комнату и умоляла его присоединиться к линии фронта. Когда они поднимались на гору, Лидия рассказала, что их врагом был король проклятий, и это имя повергло Арда в ужас. Именно он наложил проклятие, которое завладело Лидией, и это стало одной из причин, по которой ему пришлось в конце концов покончить с ней. Это гигантские пушки, которые задавались вопросом, в чем дело, но Арт только что заявил, что его трясло от возбуждения. Как только они начали продвигаться к замку, появился торнадо, который уничтожил всю линию фронта, и именно Арт уничтожил их всех. Лидия подумала, что он был ужасно мотивирован, но когда он увидел ее улыбку, он вспомнил, как сильно он ненавидел это зрелище. Потому что на этот раз он пообещал не допустить, чтобы история повторилась таким же образом. Пока они продолжали двигаться вперед, прогремел гигантский взрыв, который начал сжигать здание дотла, и на их глазах они увидели, как все вражеские силы сгорают дотла. Они продолжали приближаться, но меч отрубил голову проклятому королю, и тот, кто победил всех их врагов, сгорел дотла. Противники появились из темноты. Арт спросил его, кто он такой, поэтому он представился повелителем демонов и объявил войну армии Барбадоса, прежде чем исчезнуть. На следующее утро все силы страны собрались вместе, чтобы разобраться с объявлением войны повелителем демонов. Поэтому Варватос сказал, что они уничтожат его всеми своими силами в течение одного дня.
Арт хотел бы знать, что они собираются делать с его бессмертием. Поэтому Варватас сказал ему, что у него есть секрет, как с ним справиться, и приказал войскам начать рейд на его замок. Перед тем, как они ушли, Латима сказала ему, что позаботится об Ирене и Джинни, пока его не будет, и вышла из комнаты. Когда он сел на свою кровать, он понял, что они полностью изменили ход истории, спася Лидию от проклятия, поэтому ему стало интересно, что же произойдет дальше. К их временной шкале, но повелитель демонов сказал ему, что все будет по-другому. Он сказал, что катастрофическое бедствие заставит историю исправиться, и сказал, что нет необходимости скрывать свою истинную личность за метеоритом Арт. Он сказал Эр, что они один и тот же человек, и сказал, что он по сути смотрит в зеркало. Он снял свою маску и сказал ему, что нет ничего странного в том, что они оба были отправлены в прошлое. Они оба были варвадосами и оба возродились как метеорит Арт. Но у него снова отняли все, что у него было. Так что он отказался от имени Метеор Арт и ходит по миру как потерпевший катастрофу. Арт задавался вопросом, как он попал в эту временную шкалу, поэтому он объяснил, что Бог также призвал его в этот мир, чтобы достичь своей цели – спасти Лидию. Все это было сделано для того, чтобы искупить его грех. Поэтому он сказал ему присоединиться к одной из сторон, так как они оба надеются на один и тот же результат. Но прежде чем он смог согласиться, Арт задался вопросом, почему борьба с повелителем демонов была бы единственным решением для спасения Лидии. Так вот, старшая Ярда сказала, что существуют определенные обстоятельства, которые вынудят их вступить в бой. В конце концов, приказ, данный ему Богом, заключался в уничтожении всего мира. Арт задавался вопросом, каким образом уничтожение этого мира могло бы достичь его цели. Поэтому его будущее я попыталась напомнить ему о том, как была потеряна жизнь Лидии. После того, как проклятие охватило ее тело, остался только один инопланетянин, которого им нужно было победить, но Арт не мог заставить себя сразиться с этим последним человеком, так как это рисковало бы жизнью Лидии. Именно по этой причине будущий Ярда так разозлился. Потому что если бы он разделял эти чувства, она не бросилась бы в бой в одиночку и не превратилась бы под контролем разума в марионетку врага. Его трусость была причиной того, что он не мог вынести чувство вины, поэтому он прижался к земле и перевоплотился в Арда Метеора. Но даже в этой новой жизни у него снова отняли все. Так что хоть раз в жизни он захотел спасти Лидию и сделать так, чтобы она положила конец его страданиям. Потому что он наконец-то достиг чего-то достойного. Он попросил компанию Арт присоединиться к нему в его плане. Но Арт помнил лица Джинни и Ирины, и даже когда он стряхнул их с себя и чуть не пожал руку, голос Лидии сказал ему, чтобы он не был таким глупым. Повелитель демонов понял, что это было слишком неожиданно, поэтому он сказал ему, что подождет 3 дня, прежде чем объявить его своим врагом. Враг. После того, как он исчез, Арт присоединилась к девочкам за завтраком, и когда Сильфи попросила секундантов, Ирена спросила ее, почему она так много ест. После того, как они сели за стол, Арт вспомнил, как Джинни спросила его, является ли он повелителем демонов, и как он холодно сказал, она сказала, что это не так. Лидия ткнула своими массивными пушками ему в лицо перед Иориной и сказала ему, что сегодня они собираются потусоваться вместе. Прямо в центре города она жевала его мясистую палку и начала приставать к случайной девушке. Она обняла его и сказала, чтобы он наслаждался жизнью с некоторыми женщинами, но он решил просто назвать ее идиоткой, поэтому она ударила его кулаком в лицо. Арт сказал, что он еще больше испортит ей лицо, и ударил ее в ответ, сказав, что ее уродливое лицо такое ужасное. Все пошло наперекосяк, и это уже невозможно исправить. Они оба начали избивать друг друга в центре города, и когда они упали на пол, она спросила его, если бы после этого его мысли окончательно прояснились. Я понял, что она действительно знала, что что-то не так. Он спросил ее, чтобы она сделала, если бы ей пришлось пожертвовать самой важной вещью в мире для нее, но она решила отвезти его в другое место, прежде чем ответить. В центре захудалой деревушки Лидия рассказала, что именно здесь она совершила свои грехи, и призраки начали вылетать из-под земли, преследуя ее имя. Они все кричали, что ненавидят ее за то, что она уничтожила их детей, и она изо всех сил старалась смириться с этим. Это был город, где раньше жили инопланетяне, и когда они напали на этот форт, чтобы получить преимущество в войне, Лидии пришлось уничтожить всех ни в чем не повинных граждан. Она чувствовала себя безжалостной убийцей и сказала ему, что уже спланировала, как она уйдет из жизни, постоянно сражаясь до тех пор, пока не исчезнет угроза человечеству, а затем с треском скончается. Она сказала ему, что не стоит того, чтобы ее спасали, и погладила его по голове, сказав, что это единственный способ для нее держать голову высоко поднятой. Поэтому она умоляла его не менять способ ее смерти. После того, как они вернулись домой той ночью, обе девочки разозлились из-за того, что она тайно ушла куда-то наедине с Ардом, но Лидия подошла, чтобы обнять обеих девочек, и подарила им подарок, чтобы компенсировать то, как она расстроилась. Сделал их сам. В то время как они оба были очарованы заколками для волос, которые она им подарила, она спросила Стареда, не хочет ли он выпить немного свежего виноградного сока перед большой битвой. На следующее утро они уже приготовились к вторжению вражеских войск, и Верда приказала своим боевым роботам взорвать все поле боя. В то время как Оливия убежала со своими женщинами-зверями, чтобы уничтожить всех монстров, стоящих на ее пути. Драконы попытались обстрелять нас сверху,
но маг заблокировал их щитами. И пока несколько солдат помогали друг другу справиться с одним из зверей, Альвардо использовал всю свою магическую силу, чтобы стереть с лица земли все поле боя. Однако Варватас использовал свои адские врата, чтобы поглотить свою магию, прежде чем уничтожить и союзников. Он понял, что армия повелителя демонов действительно бесконечна, поскольку они продолжают появляться, но надеялся, что Лидия будет той, кто приблизит их к себе. Когда она прижалась спиной к Сильфе, она поняла, что что-то не так, и начала убегать. В то же самое время Арт столкнулся лицом к лицу со своим будущим «я», и когда он спросил, будет ли он спасать Лидию, Арт сказал ему, что он не будет спасать ее. В конце концов, это совсем не то, чего она хочет. Потому что на самом деле она хотела умереть так, чтобы раскаяться в своих грехах после того, как спасла всех. Его альтер-эго задавалось вопросом, действительно ли он может исполнить ее это желание, но все равно решила начать их битву. Он немедленно нанес магический удар, от которого Арт почти уклонился, и когда Арт высвободил всю свою магическую силу, он увидел, что его враг остался невредимым от атаки благодаря своей броне. Из-под его ног был создан магический круг, и как только он прыгнул, десятки символов были готовы разнести его в пух и прах, но искусство уничтожило их все. После того, как он приземлился, он активировал свою пустотную дыру и начал вдавливать свое старое «я» вниз в землю. Но он не удалось разбить его на части и устранить его последствия. Они ничего не могли поделать, когда оба могли просто отменить магию другого. И вместо того, чтобы продолжать эту тупиковую ситуацию, его враг показал, что уже предсказал такой исход. Именно по этой же причине он ожидал услышать свой ответ в тот же день, когда началась битва, и Арт понял, что его друзья оказались в затруднительном положении. Вернувшись в особняк, Ирина и Джинни подрались из-за того, кто станет ножнами для его меча. Но вошла Латима и они сказали, что у нее есть приказ от Арт немедленно покинуть это место. Когда они бежали по темному лесу, она сказала им, что все это было частью секретного плана Арда по раскрытию бессмертия повелителя демонов. Они задавались вопросом, в чем состоял его план, поэтому Латима объяснила, что повелитель демонов активировал заклинание разделения душ, где он отделил свою душу от своей тела и поместил свою душу в кристалл, чтобы он мог жить вечно. Однако его физическое тело никогда не сможет приблизиться к кристаллу, и если этот кристалл когда-нибудь будет уничтожен, то его бессмертие также будет уничтожено. Их секретная миссия состояла в том, чтобы уничтожить кристалл, потому что нынешняя битва, которую они ведут, это не что иное, как полная диверсия против них самих. Однако Ирина задалась вопросом, почему именно они были выбраны. Так что Джинни сказала ей, что она должна просто подчиняться ее приказам, пока папочка Ярд не расстроился из-за них. В этот момент Латима заметила, что что-то не так, и отбросила их в сторону, чтобы принять удар на себя. Она умоляла их убежать, пока она сдерживает врагов, так что девочки начали убегать. Вернувшись на поле боя, Верда продолжала уничтожать всех врагов, а когда некоторые из них окружили ее с флангов, она развернулась и расстреляла их всех из своих лазерных пистолетов. Армия повелителя демонов медленно продвигалась вперед и уничтожала всех зверей, стоявших на их пути. Но Сильфи задавалась вопросом, куда же все это время убегала ее сестра. В глубине замка повелителя демонов Ирена и Джинни нашли кристалл, в котором хранилась душа повелителя демонов. Так что обе девочки призвали свои копья, чтобы пронзить его. Но как только они шагнули вперед, сработала магическая ловушка, и они оба оказались связанными. Они недоумевали, что же произошло. И тут перед их глазами появилась Латима, которая сказала им, что их борьба бесполезна. Таков был окончательный план повелителя демонов, но он был рад снова увидеть их знакомые лица в своей жизни. Он сказал агентству Арт, что если ему будет приятно увидеть их снова, то ему придется сдаться. Это был единственный способ спасти Лидию от ее жалкого конца. Потому что даже если бы это сделало ее счастливой, он провел бы остаток своей жизни в сожалении о том, что прикончил ее своими руками. Чтобы иметь возможность снова жить с ней, он пообещал уничтожить все до последней частички этого мира. Потому что жизни других людей для него ничего не значит. Он знал, что Арт испытал точно такие же чувства в своем сердце, когда увидел ее труп, поэтому он решил дать ему последний шанс. Шанс изменить свое мнение до того, как девочки встретят свою гибель. Латимер рассказала девочкам, что она делает это только для того, чтобы спасти Лидию, но больше она ничего не сказала, назвав их всего лишь инструментами против метеорита Арт. Джинни сказала Ирене, чтобы она не нервничала, потому что, хотя они и не умеют пользоваться магией, они оба изучили обычную магию и активировали секретный сценарий магии Арда, чтобы уничтожить свои ловушки. Однако Латима назвала все их усилия тщетными и начала призывать сотни легендарных монстров, чтобы уничтожить их. Когда она выпустила монстров вперед, гигантский торнадо обрушился вниз, и Лидия спустилась с неба, уничтожив их всех. Они недоумевали, как ей удалось их найти. Так вот, Лидия рассказала, что маленькие заколки для волос, которые она им подарила, были маячками, чтобы она могла определить, куда они исчезли. Она сказала Латиме, чтобы она уже бросила это дело. Но Латима не смогла с этим справиться и поклялась разрушить весь этот мир, если это будет означать спасение Лидии, поэтому она призвала всех своих монстров. Однако Лидия начала рубить их всех и сбила Латиму с ног, назвав ее идиоткой. Когда она была без сознания, Лидия положила ее на землю и исчезла по направлению к монстрам, сказав им, что хотя она счастлива от того, что они заботятся о ней, это
та судьба, которую она выбрала и которая делает ее счастливой. Хочет создать мир, в котором все будут улыбаться. Для нее стать чемпионом значит достичь этой цели и умереть мучительной смертью, чтобы раскаяться во всем, что она пролила. Она решила стать чемпионом еще до того, как смогла стать Лидией. Поэтому она вскочила и сказала им, чтобы они перестали постоянно оглядываться на прошлое, в то время как она разбила кристалл, бессмертие повелителя демонов наконец исчезло. И Варватас почувствовал острую боль в своем сердце. Будущее я Арда умоляла Арда присоединиться к нему в спасении Лидии, но Ард спросил его, действительно ли он хочет спасти ее, или просто пытается убежать от чувства вины за то, что убил ее. Единственное, о чем он заботился, это о своих собственных эгоистичных желаниях. Поэтому Ард назвал его трусом, потому что они ни разу не задумывались о том, что чувствуют другие. Это единственный раз, когда они могут дать Лидии то, чего она действительно хочет. Но его оппонент велит ему заткнуться и высвобождает всю свою энергию. Он говорит Арду, что хотя он действительно хочет спасти себя, он действительно хочет жить вечно с Лидией и начинает активировать свою силу. Они начинают бросаться друг на друга, сталкиваясь своими мечами. Его старшая я спросила его, зачем он перевоплотился, если бы не одиночество жизни без Лидии. Он спросил его, не забыл ли он свои последние слова, обращенные к Лидии. Но Ард сказал ему, что он никогда этого не забудет. Это был тот день, когда она накричала на него за то, что он согласился на их перемирие. Ард сказал ей, что он хотел бы заключить соглашение о ненападении, чтобы позволить им жить в мире, но Лидия знала, что это просто даст инопланетянам время набрать еще больше сил. Тем не менее, Ард сказал ей, что он не собирается менять своего решения. Услышав эти слова, Лидия назвала его предателем, но Ард спросил ее, задумывалась ли она когда-нибудь о том, что он чувствует. Лидия сказала ему, что ей все равно, поэтому Ард сказал ей, чтобы она сделала это сама, если она так настаивает, и что ему все равно, что она думает. Хочет вообще что-то делать. После того, как он произнес эти слова, Лидия убежала. Эти слова были единственной вещью, о которой будущий Ард сожалел больше всего в своей жизни. Потому что если бы он просто сказал ей о своих чувствах, она бы не умерла. Так что на этот раз он пообещал спасти Лидию и отправил Арда в нокаут. Когда он бросился вниз, чтобы пронзить Арда, магическое поле помешало ему продвинуться вперед. И в этот момент Лидия вытянула руки, чтобы отвести его меч назад. Ард понял, что если это действительно то, чего хочет Лидия, то он уничтожит свое альтер-эго, и сказал ему, что все кончено. Его будущее я пыталась напомнить ему о том, как драгоценны были дни, проведенные вместе с Лидией. В те времена она вела себя по-варварски, и даже когда Оливия пыталась соблазнить его, будущее Арда умоляло его подождать, потому что на этот раз он не хотел потерпеть неудачу. Только потеряв ее, он понял, что чувствует по отношению к ней, и признался, что действительно любит ее. Когда его тело распалось на части, тело Арда засияло золотистым оттенком, и девочки тоже начали светиться. Лидия поняла, что они наконец-то возвращаются в свое время. Шары энергии заискрились по всей земле, и Лидия спросила их, может ли она узнать, каким будет будущее и наступит ли это время, когда все будут жить с улыбкой. Дженни было тяжело слышать эти слова, но она призналась, что каждый день может улыбаться, и Ирена сказала ей, что она наслаждается каждым моментом своей жизни в будущем. Услышав их слова, Лидия обрадовалась, что ее жертва была не напрасной, но она умоляла их отправить последнее сообщение в Ард и крепко обняла их, прежде чем они исчезли. Горватос уставился на искорки и услышал новость о том, что повелитель демонов потерпел поражение. Так вот он появился перед всеми, чтобы сообщить им, что армия повелителя демонов потерпела поражение, и все они возрадовались, выиграв битву. Лидия поздравила его, но он сказал ей, что все это произошло благодаря метеориту Ард. В измерении между мирами Бог был впечатлен тем, как он достиг своих целей. Но когда Ард спросил его, кто он такой, Бог попытался объяснить ему, что он всего лишь их союзник. Несмотря на это, Ард молился о том, чтобы никогда больше не встречаться с ним, и Бог сказал ему, что он чувствует то же самое. После этого Ард проснулся и увидел плоскую доску Сильфи. Какая ужасная вещь ему пришлось пережить, когда он проснулся. Так что Оливия извинилась за то, что не дала ему возможности рассмотреть все получше. Они подъехали к развалинам, где раньше жила Оливия, и Ирина сказала ему, что Лидия оставила для него сообщение перед отъездом. Услышав эти слова, Ард почувствовал грусть, но призрак Лидии подтолкнул его вперед, и когда он был потрясен, она указала на него пальцем, прежде чем исчезает раз и навсегда.